Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодня мы поговорим на тему, какую профессию лучше выбрать холерику. Про самого холерика, кто он такой, как себя ведет в целом и что в нем особенного, у нас на канале есть отдельное видео. Вы можете перейти на него, нажав по подсказке справа вверху. Ну а в этом видео мы разберемся, какие же профессии лучше выбрать именно холерику. Итак, холерик – человек общительный, энергичный, склонен принимать быстрые решения, а посему он с легкостью может достигнуть высоких результатов в профессиях, которые основываются на установлении социальных связей. Это значит, что ему проще работать с людьми, тем же менеджером по продажам, нежели с числами, как в бухгалтерии. В этой профессии холерик сможет реализовать весь свой потенциал. У него отлично получится выстроить деловые отношения с клиентами, изучить большое количество нужной информации за короткое время, а также убедить других, что предлагаемая продукция является неотъемлемой частью их жизни. Грубо говоря, у него отлично подвешен язык, который поможет ему в профессии менеджера быстро переключиться с напряженной ситуации как самому, так и снять напряжение у клиентов, что немаловажно. Холерик умеет варьировать свои информации так, что правильные и вовремя заданные вопросы не заставят ждать результата. Клиент будто под гипнозом начинает соглашаться с менеджером, хотя еще каких-то 10 минут назад думал, что разговор закончится в первые 2 минуты. Но холерик не из тех людей, которые сдаются. Он видит цель и не видит препятствий. К профессии менеджера можно отнести еще рекламного и страхового агента, которые также преимущественно общаются с людьми, где нужно владеть умением убеждать. Вторая профессия, которая подойдет холерику не меньше, это репортер. Благодаря своим коммуникативным навыкам холерику не составит труда приехать на место события и собрать как можно больше информации. Он легко найдет общий язык абсолютно с каждым незнакомцем и выведает все самое интересное. Ну а память в данном случае будет ему самым главным помощником, потому что холерик запоминает информацию просто сходу. Один раз услышал, и этого достаточно, чтобы потом описать цитаты очевидцев. Умение быстро перерабатывать огромное количество информации помогает ему экономить время. В то время как другим приходится тратить на это несколько дней, холерику достаточно будет 5-6 часов максимум. Причем его неутолимое желание быть всегда и везде первым в данной профессии поможет ему достигнуть больших результатов и, соответственно, финансов. Как говорят, кто первый встал, того и тапки. А в профессии репортера это происходит так. Кто первый узнал и обнародовал в СМИ, тот большой гонорар и получил. Сюда также можно отнести профессию ведущего радио и телевидения. Еще одна профессия, которая подойдет холерику, это гид-переводчик. Это достаточно интересная профессия с точки зрения того, что холерик может выбрать, хочет он сопровождать группу иностранцев у себя в стране или же разъезжать по другим странам, но со своими соотечественниками. В первом варианте ему достаточно знать свой язык и один иностранный, например, английский. Для этого у холерика не будет проблем выучить за короткий промежуток времени основные фразы чужого языка. Память у него отменная, а встретить трансфер возле аэропорта или вокзала и расселить в гостинице иностранцев будет для него проще простого. Благодаря врожденной способности к коммуникации, холерик легко сможет познакомиться с людьми и влиться в их компанию. Он умеет быть в центре внимания и получает от этого лишь удовольствие. Плюс ко всему ему очень нравится, когда его слушают. А в этой профессии одним из ключевых факторов является умение красиво и интересно рассказывать обо всех достопримечательностях, которые попадаются на пути. Во втором же варианте придется изучить несколько востребованных иностранных языков. В основном это английский, немецкий, китайский, итальянский или же японский помимо родного. Потому что придется контактировать с разными людьми. Основным языком, например, будет являться русский. А решать попутные вопросы придется с иностранцами. Поэтому и знать нужно более 3 языков. Ну и это для холерика достаточно просто. Стрессоустойчивость и умение решать быстро насущные вопросы помогут ему в нестандартной ситуации, так сказать, выкрутиться, при этом не испортить общее впечатление и настроение от путешествия. Профессия гид-переводчик будто создана специально для холерика.
Ему всегда придется переключаться с одного действия на другое, от этого не иссякнет любопытство развиваться в этом направлении. И последняя профессия, с которой очень успешно справится холерик, это предпринимательство. Если он сам займется бизнесом, то возьмется за него основательно, от и до. Сам себе хозяин, который достигает высоких результатов, это как раз про холерика. У него всегда есть высокие амбиции в хорошем смысле этого слова. Он за счет своего темперамента всегда будет идти вперед, ставить перед собой новые цели и достигать их. Расчетливый ум, жесткое управление и настойчивость даст толчок к процветанию его бизнеса. Если появятся на пути у холерика трудности, он тотчас же придумает новый и еще новый выход из сложившейся ситуации, а потом будет ликовать, потому как он достигнет всего, чего только душа пожелает. Видит цель, не видит препятствий. В следующем видео мы поговорим о сангвинике и профессиях, которые ему больше всего подходят, учитывая его не менее активный темперамент. Ну а с вами был канал PsyLife. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. А также пишите в комментариях, что вам понравилось из этого видео и согласны ли вы с утверждением психологов, что при выборе профессии обязательно стоит учитывать темперамент человека. А на этом на сегодня все. До скорой встречи. Пока-пока.